Друзья мои, всем привет. Как говорится, hello, guys. Так, начнем мы нашу новую сборочку. Сборочку тут шумновато, в салоне как-то получше все-таки будет. Сразу же посмотрим, что у нас, соответственно, все работает. Прокатимся, сейчас со стройки немножко выедем. А сборочка, в принципе, сборочка-то как бы старая, только мы дополняем, обновляем, и в частности сегодня Бьонды добавлено. По многочисленным, так сказать, просьбам. Ух ты ж, трясет-то как, а. Ах ты ж, как трясет. Так, что-то тут слегка подтупливает. Так, сейчас мы вот здесь вот притормозим. Собственно, то там шумят там прям настройки, пипец. А я вообще не туда поехал. Ха-ха-ха, тут какого-то фига. Дорога. Скрытая дорожка. Разворачиваемся нафиг. Скрытая дорожка, ребят. Что-то на навигатор посмотрел не в ту сторону. Не в ту сторону глянул. Так, нахожусь-то я... Где? Я в Тюмени. О, стояночка прям хорошая была. Можно было на ней притормозить. Вот, мы сейчас в столовку заедем. Заодно. В кафешку. Наберем чай, кофе. Так, я надеюсь, тут никому ничего не перекрыл. Опачки. Так, вот, кафешечка вот такая замечательная в Тюмени есть. Давайте посмотрим, что же у нас на карте добавилось, обновилось. Так, вот я уже немножечко тут прокатился и начну с того, что я, кстати, решил проблему, почему у меня был вылет в Тольятти. Это все-таки из-за графики PNG. Да, очень сильно влияют все вообще графические моды. В общем, есть большие проблемки со сборками именно. Ну что, усаживаемся поудобнее, начинаем слушать. Начнем, конечно, с того, что в сборочку добавил я на сегодняшний день Бьонды. Большая так-то, ну, довольно-таки большая карта. Много-много всяких участков. Острова у нас тут есть. Что у нас поменялось? Так, вот, собственно, Китай. Все железнодорожные, не знаю, морские пути присутствуют. С чем столкнулся? Название Владика у нас почему-то исчезло. И, ну, хотя это действительно не критично, как бы Уссурийск, это у нас тут все на английском языке. И вот здесь вот небольшой косячок. Вот он. При приближении видно. Не знаю, возможно, здесь еще какая-то дорожка была, или это в разработке, или я что-то тут, в общем-то, ранее не доглядел. Но, по крайней мере, все работает. Собственно, Республика Казахстан со всеми соединениями у нас. Да, заметьте, ребят, вот у меня тут флажочки были. В прошлый раз у нас розовенькие. Все поменялось, все стало как надо. Ну, там пару фиксиков, там просто масса фиксов. По поводу Бьонда вообще там очень много всяких фиксов, дополнений приходится, в общем, ставить. Сейчас все увидите. Алтай в ближайшем будущем должен обновиться. Сейчас, я насколько знаю, уже идет бета-тестирование. Там будет добавлен участочек, по-моему, вот в эту сторону. Если кому-то очень сильно интересно. Сибирь, соответственно, у нас вся тут. Волга-мап. Киров я в данном случае поставил уже 1.7. Вышла, ребят, версия. Она платная, стоит 100 рублей. И добавилась у нас дорога до Сыктывкара. Вот, а 1.6 по-прежнему бесплатно, по-прежнему работает. Поэтому я укажу
кто, скажем так, не имеет возможности и желания покупать, собственно, можете до сих пор пользоваться 1.6. Вполне просто у вас не будет вот этой дорожки. Так, что у нас промоция? Казахстан промоция. Это у нас уже все тоже от Beyond началось. Тут и Узбекистан. Так, что у нас тут? Ашхабад. Трояк по географии. Фиг его знает, что это такое. Бишкек. Ош. В общем, никаких ни розовеньких текстур вроде бы ничего не наблюдается. По-прежнему с провинции Утя можно уйти на провинцию Далянь. Сеул, пожалуйста, дорожное соединение. Железнодорожное соединение присутствует. Также у нас юг по-прежнему есть. Далее, что у нас? Пошли тут соединения вот от Сочи. Небольшие дорожки. Все работает, все уже проверено давно. Row Extended ставлю, еще раз повторяю, потому что заполнить вот эту всю пустоту, потому как иначе здесь будет, ну, не очень-то, ребят, красиво. Тем более все соединяется, как бы все замечательно грузится, работает. Тамбов немножко обновился, тут, по-моему, небольшое расширение. Вот, не помню, Кирсанов, Умет, по-моему, добавился, и Знаменка. Если мне память не изменяет, также используем Project Россия. Project Россия у нас вот здесь вот идет, и она на сегодняшний день обновлена с приставочкой А. Версия 5.6.2, там что-то такое. Сейчас посмотрим в менеджере модов. Архангельск тоже была обновлена карта. Далее что? Промоц. Здесь еще есть Nordsch Map. Вот этот вот участочек, по-моему. Все соединения присутствуют. Подложечка у нас отлично работает. Подложка тоже там новенькая есть версия, но это для тех, кто прям глобальные, просто огромнейшие карты собирает. Как бы мне она пока не интересна, но здесь она в принципе неприменима. Оставим старую. Так, все присутствует. Что у нас? Острова. Вот я местами, видите, уже покатался, как бы тоже проверил. Я говорю, у меня основное было понять, почему у меня лично вылеты были в Тольятти, хотя никто больше вроде не жаловался. Все из-за графики. Так, смотрим, что у нас тут. Middle East и дорога по Красному морю. Тут у нас даже, блин, приличнейшая такая дорога в Африке появилась. И вот это вообще не замечал. Сегодня начал проверять кусочек. Ну, замечательный такой кусочек от разработчиков в Африке, куда мы зимой перемещались, ивент выполняли. Собственно, как бы прям-таки особо тут рассказать нечего. Главное, что вылетов нету, все загружается, поэтому давайте-ка сразу же мы перейдем в менеджер модов. Я вот здесь вот так вот назвал расширенно плюс Beyond, кому как нравится. Вот. И перейдем-ка мы в менеджер модов. Что у нас? 105 модов я использую. Начинаем с самого низа, все как обычно. Так, вот это пока... Ой, неинтересно. Где карта? Вот так вот. Начнем. Значит, промоция у нас Казахстан от промоции 1.2.2. Ничего тут не поменялось. Единственное, от Джерри, и в частности очень много фиксов от Джерри будет в данной сборке. Не обессудьте. Это не от меня зависит. Значит, Assets, Dev. Дальше ставим вот такой вот фиксик от Джерри, соответственно. Потом пошла у нас Сибирь Map 2.9.2. Следом идет у нас фикс Сибири и промоция Казахстан. Республика Казахстан, модель MapDev. В обязательном порядке ставим фиксики с промодами этой республики. Располагаем, значит, что у нас? Казахстан фикс и, собственно, промоц Great Step Fix. Соединение с Сибирью. Сделали небольшой участочек, что очень даже хорошо. Теперь это сухопутное соединение у нас есть с Сибирью. Также вот я поставил 1.7 у меня. Эта версия платная, как я сказал. И опять же для нее сразу же фикс какой-то. В общем, фиксов будет масса. Если вы не желаете покупать, то у вас всегда остается возможность поставить, собственно, вот этот Kirov Map 1.6. Он бесплатный абсолютно. Просто вот сюда вот его вместо 1.7. Для желающих. Altai Map пока на сегодняшний день у нас версия 1.6.1. А версия 1.6.2, напомню, она сейчас в разработке, в бета-тестировании.
Еще одно сухопутное соединение с Республикой Казахстан. Рабочее все. Дальше у нас южный регион с фиксом, который как бы должен убирать розовые текстуры, но у меня по-прежнему попадается этот злосчастный КамАЗ с розовыми текстурами. Бесявый. Не знаю, как его убрать. Напишите кто-нибудь. Удалите кто-нибудь вообще нафиг этот розовый пожарный КамАЗ. Пожалуйста. Так, далее. Волга Мап 1.5.2. Сейчас вроде как в разработочке там тоже есть наметки на какое-то обновление. И Beyond, собственно. Beyond 5.4.3.2.1. Пошли по фиксам. Beyond Century Registration Separator. Это какая-то фигня, которая убирает там, я не знаю, сдвоенное название, что-то, опять же, косячки какие-то там, исправления на карте и прочее. С промодами. Фикс. Промод The Great Stay Beyond Fix. Это у нас с Казахстаном от промода. Фиксик. Затем идет, опять же, соединение Beyond, собственно, с промодцем, с Казахстаном от промода. Следом идет Транссибирская магистраль. Соединение с Транссибирской магистрали с Сибирью. И, опять же, соединение с Beyond. NN Map. И также от Jerry вышел не так давно фиксик NN Map Fix с промодами. Тоже там что-то по логистике исправляет. В общем, знаки какие-то и прочее. М12 Восток второй версии. Промод у нас, собственно, 2.73. Последний на сегодняшний день. Это Assets модель 3.2.1. Затем Media Map Dev DLC Support. Промод с Fix обязательно. Тоже не так давно обновился. В табличке у меня есть именно 1.8 для 2.73a. NN Map Promote Fix. Опять же, все это исправляет какие-то там наложения, то сдвоенные названия и какие-то знаки исправляет. Поэтому, в принципе, рекомендую поставить. Во избежание некоторых проблем там потом. Дальше у нас идет, собственно, Middle East. И еще несколько фиксиков, опять же, Beyond с Middle East от промоцев. Затем снова исправление, опять же, знаков сдвоенных названий. Вот эта вот фишечка, там одинаковых названий, чтобы не было куча. Еще один фикс Century, Dev фикс. Все это надо обязательно, ребята, иначе у вас там будет каша просто на карте. Так, The Gold Norwich Map, ну это уже старенькая, она давно обновилась, ничего там вроде проблем с ней никаких нет, все работает замечательно. Польша 4.3.2.1, соответственно, Assets модель Map Dev. Rusmap я использую из ВК, версии ВК. С ней никаких проблем в сборках нет, в отличие от тех, кто на Track Sim Club или где-то там скачивает, не знаю, напрямую якобы от Алдиматора. Вот, я предпочитаю вот именно вот это. Это, можно сказать, основатели, разработчики этой версии, да. Поэтому им лучше знать, они делают наверняка. Тамбов Map не так давно обновилась, тоже версия 1.1.0. Ставим обязательно. Дальше у нас Море Раша. Море Раша, там небольшой прям участочек Подмосковья. Дорожку изменяет. Ставим, работает, пусть оно будет. Опять же, расширяет, скажем так, дороги России, да, из-за которых мы, собственно, здесь буквально собрались. Так, Море Russian Map RS, это у нас с группой ВК. Как раз, видите, в ВК приставочка, есть еще один. Ставим именно в ВК, потому как Rusmap у нас с ВК скачанный. Project Russia, вот, как я уже говорил, обновился 5.6.2a. Теперь два файлика. Это модель Dev. Далее у нас идет Море Russian Map с проектом России, соответственно, соединение. И проект Центральная Россия, мать видите, одни России тут, с проектом Россия. Как бы самому хоть не запутаться, блин. Также фиксик Project России с промоцем тоже исправляет у нас что?
некоторые конфликты, в общем, прибафы и прочую фигню. Там правильность расстановки файлов, что там загрузки, в общем, меняет. Обязательно надо, ребят. Road to Archangelsk буквально совсем недавно обновилась версия 1.2.1. На сегодняшний день я использую. Дальше у нас пошли ROX Media. Это добавляет в трафик добавляет в трафик скорые, там что-то еще, автобусы, по-моему, если мне память не изменяет. Следом у нас, собственно, сам ROX. У меня версия бесплатная, поэтому файлика 4. Если вы покупаете, то у вас будет 5 файликов. Будете выставлять 5, 4, 3, 2, 1. В моем же случае, я говорю, 4 файла. Это 4, 3, 2, 1. ROX Греции DLC небольшой тоже фиксик, так скажем. Опять же, от самих разработчиков ROX Standard. Чтобы не было проблем с новой DLC-шкой Греции. Дальше у нас соединение ROX Standard и Южного региона. Гибрид 2. Гибрид 2, ребят, я использую пофиксенный от Дениса Кудинова. Вы же, скорее всего, в большинстве своем будете использовать просто гибрид 2, он такой желтенький, естественно, желтыми буквами. Денис Кудинов взялся и исправил, там очень много тоже всяких розовых текстур попадается, где-то какие-то разрывы, там еще что-то было, масса просто косячков мелких, он исправил. Это платный файлик, обращайтесь сами, как бы, все ссылочки будут на группу ВК, личным сообщением пишите, договаривайтесь, там, приобретайте. Вообще, конечно, я бы порекомендовал его на самом деле. Да, к сожалению, жаль, что платно, но человек тратит свое время, скажем так, на это, поэтому разумно. Это его выбор. А ваш выбор: хотите — покупайте, хотите — ставьте стандартный и, к сожалению, играйте с косячками. Вот. У всех выбор есть, в общем. Дальше у нас идет что? Промот с Eugene Region Road Connection. Это как раз южного региона с... Сейчас же у нас нет там Турции, Греции, Турции вот этой убрано. Тут вру, не Турция, кто там у нас? Грузия убрана. Вот. Эта вот дорожка как раз таки соединяет у нас, да, напрямую проезд через промот, и потом на Road Extended выходим. Также небольшая дорожка Сочи. Тоже она идет как раз от Сочи, прям напрямую. И вот они две соединяются. Все, и мы выходим на промодов. Сюда Франс обновилась версия. Так, где у нас там? Так вот, да, сделаем. Сюда Франс обновилась версия 1.9.5b. Хотите — ставьте, хотите — нет. У меня она перекочевала в самый верх. Я не знаю, когда я до нее доберусь. Проверю, посмотрю, без понятия. Раньше ставил где-то между Польшей, опять же, где Norwich Map, между Польшей и промодами. Шведские острова тоже по желанию, ребят. Хотите — ставьте, хотите — нет. Особо ничего не изменит. Там маленький участочек, прям маленький островок. И, честно говоря, да, в предыдущих версиях, вот у меня лично, допустим, были какие-то там проблемки. Нет, то переправа где-то не сработает, то еще что-то там, какие-то косячки были. Сейчас давно в этом районе не катался, понятия не имею. Ну и дальше все пошли у нас следом наши все остальные моды. И самое главное, теперь в самом верху, так как это интерфейсом стало, раньше отвечал, как бы были карты, мы ставили выше карт. Jerry Fullscreen по желанию. Хотите — ставьте, хотите — нет. Просто карта открывается у вас на полный экран. И, собственно, подложка. Подложка на сегодня... Так. Я использую вот такую базу. При скачивании у вас будет 2 файлика. Dev, там вы можете менять, кто умеет, кто знает, можете менять цвета дорог, там еще что-то всякие разные, там, по-моему, даже вплоть до картиночки, там, что хотите. Я просто ставлю базу, я туда не лезу, мне это нафиг не надо. Никаких сдвигов, ничего нет на карте отображения. Идеальное, как бы работает изумительно, обновляется постоянно, поэтому со сборками всегда замечательно работает. Рекомендую. А новая, давайте, наверное, сейчас посмотрим. Где-то она у меня тут была. Я вам покажу просто и объясню, для чего она нужна. Где-то она все равно тут должна быть. Ну, вот, как вы видите, я убрал графику PNG, потому что
А сейчас на карте вам покажу, почему есть с ней проблемки, которые, по крайней мере, я нашел. Говорю, в частности, вылет в Волге прямо из-за нее конкретно. Вот у нас подложечка вот такая обновилась. Ну, она добавляет, если вы вдруг, я не знаю, вообще там какую-то глобальнейшую карту хотите собрать и уехать из Европы сразу же напрямую в Америку, хоть в северную, хоть в южную. Вот такие дела. Мне это ни к чему в сборке, у меня этого ничего не присутствует, поэтому не ставлю. Да, вы могли заметить, поставил я Realistic Brutal Graphic. Вот с ней проблем никаких нет. Давайте мы, наверное, еще раз тогда глянем на нашу загрузочку, да. По модикам мы прошлись, расстановку мы знаем. Загрузка, ну, естественно, загрузка немножко увеличивается. И обязательно буфер сайз в моих документах, в файле. Так, что у нас там? Controls. Конфиг файл. Буфер сайз поставьте 30, от 30 и выше. Все зависит от вашего железа. Если у вас буфер сайз, команда такая небольшая, будет стоять меньше, по заводу, скажем так, она стоит на 10, у вас будут гарантированные вылеты. Меняем обязательно на 30. Я постараюсь, может быть, здесь строчку напишу, а может не напишу. В принципе, это уже, по-моему, давно все должны знать, я только напоминаю. Иногда ребята жалуются: ой, почему у меня вылетает, почему не грузится. Начинаешь выяснять, а оказывается, сколько бы об этом ни говорилось, найдутся всегда те люди, которым это до сих пор, по-моему, непонятно. Они мимо ушей пропускают, и посмотреть им как-то не очень-то хочется. И начинают раздувать, скажем так, проблему. И еще раз, ребят, скажу, если у вас все сделано точно так же, как у меня, смотрите видео, посмотрите его раз-два, я не знаю, там, сверьте, что у вас стоит вся расстановка файлов именно такая, да, и когда вы свои, скажем так, моды дополнительные, которые вам нравятся, я не знаю, там, на машинке, там, на что угодно, там, что вы хотите туда влепить, вы сначала сделайте сборку. Сборка у вас запустилась, затем уже можете добавлять свое что-то. И таким образом, если будет вдруг какая-то проблема в виде вылета, там, или, не знаю, черных экранов, или еще чего-то, то вы проще найдете ее, потому что она зависит только от ваших сторонних модов. У меня же, как вы видите, все загружается, все замечательно. По поводу графики, сейчас вот мы выйдем на дорожку, да, я вам объясню, в чем проблема. Так. Вот перекрестки, вот эти, я не знаю, чем кто руководствуется, когда ставишь графику, и зимнюю бывает. Вот Brutal график, только зимнюю я еще не пробовал. Все же остальные именно проблема в перекрестках. Начинаются какие-то смещения, я не знаю, там, текстуры какие-то разные все используют, что ли, именно на перекрестках. Из-за этого появляются провалы, из-за этого появляются в том числе вылеты. Вот, сложно мне, как бы, я не мододел, я не картостроитель, не знаю, с чем это связано. Может быть, когда-то, я говорю, как мое личное мнение, то, что какие-то разные текстуры используются. И все это вот именно на поворотах, на перекрестках. Постоянно какие-то смещения, я говорю, черные дыры, провалы, прочее. Если вы используете именно моды на графику. С Realistic Brutal Graphic я такого пока не заметил. Вот он, асфальт идет однородный на всех перекрестках и прочее. Он везде как бы однородный, красивый, не замечено. Если же будут где-то на каких-то поворотах у вас черные дыры, и вы используете Brutal Graphic, опять же, рекомендую вообще нафиг отключить все на графику. Убрать из менеджера модов. Еще раз проверить. И с 99% уверенности я могу сказать, что у вас все поправится. То есть, дефолтная, она, в принципе, и так симпатичная. Ну, хотя, конечно, хочется, да. Хочется еще лучше. Но, к сожалению, что-то ИТС-ка прям устает. В АТС заходишь с аналогичными настройками, все отличный FPS, такое чувство, что там оптимизация гораздо лучше. Ладно, ребят, не буду затягивать видео, на этом пока все. А я еще немножко прокачусь, потестирую, и скорее всего, наверное, все-таки это будет последняя сборка на 1.53, тем более, что вот уже скоро, я так понимаю, что снова обновление будет у нас, да, и пока там мы все это доделают, я не буду обновляться, в общем, до 1.54 пока не будут все карты готовы, ребят. Не вижу смысла. Тем более тем, у кого как бы средненькие, слабые ПК,
с вот этой новой фишкой параллакса, не знаю, насколько это все будет играбельно, честно сказать. И вместо того, чтобы, мое личное мнение, вместо того, чтобы придумать что-то новенькое, что-то интересное, не знаю, поправить ту же физику, хотя бы, да, оптимизировать в конце концов, уже, не знаю, задуматься уже о новом движке этой игры. Нет, у нас до сих пор какую-то чушь выносят. Вот так вот. В общем, тестируйте, ребят, катайтесь. Так-то сборка уже довольно-таки большая. Я говорю, я не могу до сих пор проехать. Хочется иногда просто прокатиться, а постоянно сидишь, чувак, тут там проверишь, там проверишь. Как-то так. Ну, а вы были на канале Симхаус своими руками. Всем пока-пока.